Всем привет! В 2022 году состоялся торжественный перезапуск ушедшей марки «Москвич». Эту новость тогда многие восприняли с большим воодушевлением. Наконец-то наш автопром начал вставать с колен и сбрасывать с себя оковы иностранных партнеров. Но как оказалось позже, сбросив одни оковы, наш автопром с большим удовольствием нацепил на себя другие. Если еще несколько лет назад наши автомобильные предприятия сидели на европейских комплектующих, то теперь именитые и всем знакомые марки были замещены на различные китайские. Да и само возрождение «Москвича», как уже видно сегодня, провалилось с треском. Но почему такой большой проект по возрождению оказался банально никому не нужен? Кто-то может возразить, мол, неправильно говорить, что возрожденный «Москвич» оказался никому не нужным. Продажи ведь есть? Да, они есть, но на фоне остальных китайских марок продажи «Москвича» это лишь капля в море. Сегодня все продажи китайских марок в большей мере держатся на так называемой китайской триаде. В число этой триады входит Haveo, Chery и Geely, а также их многочисленные суббренды. Но в последнее время по продажам эту троицу активно догоняет марка Chang'an, которая имеет самый обширный модельный ряд из всех перечисленных. А вот «Москвичу» до них как до Китая пешком. То есть догнать по продажам эти популярные у нас автомобильные марки из Поднебесной просто нереально. И тут складывается довольно интересная картина. Тот же Москвич 3 стоит ровно столько же, сколько стоят кроссоверы Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray или Chang'an CS35+. Но если все эти 4 кроссовера продаются довольно хорошо, а тот же Haveo Jolion и вовсе является самым популярным китайским автомобилем, то почему Москвич 3 не пользуется такой популярностью? По всей вероятности, людям просто не зашел кроссовер как внешне, так и с точки зрения его опций. Кроссовер JAC GS4, он же Москвич 3, до того как перешел под знамя нашей марки, продавался он у нас официально. Но даже в этом случае его продажи не радовали производителя. Кроссовер получился довольно неоднозначным. В самом Китае эту марку также не жалуют. Все это привело к тому, что в прошлом году было продано всего 15 тысяч автомобилей марки «Москвич», большая часть из которой пришлось на кроссовер «Москвич 3». Продать 15 тысяч автомобилей за год, когда автомобили остальных китайских марок буквально выгребали из автосалонов, такой себе показатель. Особенно учитывая тот факт, что выпущено в прошлом году было 31 тысяча автомобилей. Попытку протолкнуть эту марку в нашей стране под маркой «Москвич» обернулась для нас и для самих китайцев полным фиаско. К чему это привело? Да к тому, что склады дилеров забиты под завязку, а народу как не было, так и нет. Поэтому заводу пришлось пойти на довольно отчаянный шаг. Так как завод сегодня находится в довольно плачевном состоянии, автомобили не продаются, а убыток за прошлый год составил 8,6 миллиардов рублей. Теперь пришлось объявить о небывалой распродаже. Автомобили начали буквально сливать, объявив скидки до 712 тысяч рублей. Причем условия еще более щедрые. Чтобы получить такой дисконт, нет никакой необходимости брать кредит или сдавать свой автомобиль в трейд-ин. Просто приходишь в салон, кидаешь наличные менеджеру и в тот же день уезжаешь на новом «Москвиче» покорять дороги своего города. Купить кроссовер «Москвич 3» сегодня можно от 1 миллиона 590 тысяч рублей. Подобных акций еще не делал ни один производитель за последние годы. Просто еще никто не был в столь ужасном положении, как завод «Москвич». Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ – это зайти на autospot.ru. Ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. На самом деле цены и правда более чем приятные, учитывая тот факт, что не так давно в продажу вышла Lada Vesta NGS вариация
вариатором. В пустой комплектации с мотором на 122 силы такой автомобиль стоит 1,6 миллионов рублей. Поэтому подобные скидки могут довольно неплохо подстегнуть продажи отечественного кроссовера Москвич 3. Но акция действует только на автомобили прошлого года выпуска и до конца весны. Продажи есть? Телеканал Автоплюс провел свое расследование, и оно довольно позитивно для завода. Обзвонили довольно большое количество официальных дилеров в разных городах России, и у многих из них автомобилей в наличии нет. И правда, зачем нужна довольно спорная Веста с вариатором за 1,6 миллионов рублей, когда в продаже по этой цене есть полноценный кроссовер, пусть и Москвич. Поэтому пока завод считает прибыль, а дилеры ловко распродают автомобили из своих складских запасов, опустошая их с молниеносной скоростью. Ну а дальше что? А дальше ничего хорошего заводу не светит. Если сегодня продажи и правда могут взлететь, то по истечению срока акции цены вновь вернутся на свои места и станут еще выше. Дилерам скоро должны начать поступать автомобили уже этого года выпуска, которые должны стоить на 100 тысяч дороже. Тут стоит быть реалистом. Никто не будет покупать эти автомобили после столь щедрой акции, да еще на 100 тысяч рублей дороже. Даже если цена все-таки останется на прежнем уровне, то это путь буквально в никуда. Появились еще более интересные новости. Завод Москвич начал поиски нового технологического партнера. И тут стоит пояснить, что поиски ведутся все в том же Китае, так как больше его искать негде. На самом деле завод еще с прошлого года озадачился этой проблемой, и на данный момент есть несколько производителей, которые могут стать полноценными партнерами. Ни один из этих производителей официально в нашей стране не представлен, поэтому уже совсем скоро нас может ждать новая линейка автомобилей под маркой Москвич. Но опять же, завод продолжает наступать на все те же грабли. Но почему? Кому в нашей стране нужны новые и никому неизвестные китайские автомобили? К нынешним маркам Chery, Havail, Geely и Chang'an, на которых и держатся продажи китайских марок в нашей стране, наш народ привыкал годами. А тут какой-то очередной китайский никому неизвестный производитель явно не обретет популярности среди нашего населения. Чтобы вообще нашим людям принять какой-то китайский автомобиль, на это уходят годы. Вспомнить хотя бы путь Chery, Havail, Geely, Chang'an с 2020 года, когда только на нашем рынке начали появляться новые модели этих китайских марок. Люди с большим недоверием смотрели на них. Да что говорить, многие и по сей день смотрят на них с большим презрением. Поэтому стратегия Москвича по поиску абсолютно нового технологического партнера точно не приведет предприятие ни к чему хорошему. Тут Москвичу стоит брать пример с АвтоВАЗа, который уже начал выпускать новый отечественный кроссовер в кавычках под своей новой маркой X-Sight. Конечно же, кроссовер X-Sight X-Cross 7 никакой он не отечественный, а самый настоящий китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который китайцы списали с конвейера, а АвтоВАЗ его просто подобрал. Сегодня китайцы активно распродают у нас рестайлинг Chery Tiggo 7 Pro Max, а версию без приставки Pro отдали АвтоВАЗу, чтобы дополнительно собирать свои шекели с продажи уже устарелой версии. Подобным путем стоило бы пойти и Москвичу, то есть не стоит искать что-то новое, а просто взять уже проверенный вариант и выпускать его. Другое дело, что найти подобное предложение от марок Chery, Havail, Geely и Chang'an не так просто. А самому АвтоВАЗу вероятнее всего просто повезло, и он открыл некий Грааль. Пока на данном этапе времени ясно одно: заводу Москвич явно не светит ничего хорошего. Марка JAC так и не смогла зарекомендовать себя в нашей стране, несмотря на все усилия самих китайцев. Без скидок, которые сегодня сделал завод, чтобы избавиться от переполненных складов, эти автомобили просто не нужны людям, и продажи это отчетливо показывают. Да и поиски нового и никому неизвестного китайского партнера явно не приведут ни к чему хорошему, так как к новым китайским автомобилям народ будет очень настороженно относиться, ведь никто не хочет покупать кота в мешке. Если и покупать китайский автомобиль, то от уже более проверенных марок, которых сегодня на нашем рынке уже более чем достаточно. А как считаете вы, будут еще больше скидки у Москвича? Пишите в комментариях.